Структуризация сознания такого типа, что внешний физический объект сам воспроизводит ту информацию, можно сказать, энергию, с помощью которой делается управление. То есть технология заключается в этом. И эта технология распространяется на все три уровня лекционных. Это спасение от возможной глобальной катастрофы, затем самовосстановление при уровне всеобщего гармонического развития и также управление из своего сознания любым уровнем событий. Значит, в данной технологии необходимо рассмотреть обязательный комплекс такого плана, что внешний именно вот объект физической реальности, имеется в виду, это может быть, например, дерево, камень, лист, значит, или же, может быть, какой-то макрообъект, он, значит, воспроизводит информацию, управляющую таким образом, что вы делаете управление в рамках собственного восприятия, но такое управление, что структура вашей души организовывает данный объект. То есть данное управление, значит, упирается в то, что вы должны обязательно рассматривать собственную структуру, разделенную на уровень создания этого объекта, а также на тот уровень, что данный объект так воспроизводит информацию, самоорганизовываясь, что вы делаете управление из совмещенной точки. Данная лекция, я ее специально усложняю, то есть она усложнена в том, что идет пересечение различных понятий, и управление осуществляется по граничным уровням этих пересечений. В связи с этим, значит, вам нужно рассмотреть специальную систему адаптации этих понятий к управлению. То есть вам нужно для работы с данным лекционным материалом ввести систему адаптированного контроля и адаптационного уровня собственного, с помощью которого вы будете осуществлять данное управление и понимать, вот, что происходит на каждой итерации этого управления. То есть формально лекция, значит, упрощается тем, что в процессе этой лекции вырабатывается инструмент управления, который характерен тем, что вы строите адаптированную модель собственного восприятия. И эта модель, она уже реализует, значит, то, что является, ну, возможно, усложненным вариантом в управлении. Следовательно, значит, получилось уже как минимум 3 звена лекционного плана. Это, значит, уровень внешнего объекта, уровень организации объекта, уровень адаптационной модели, плюс можно добавить, например, совмещенную точку управления и так далее. В связи с этим, вот сейчас вот я делаю специально такой достаточно резкий переход на уровень духовного управления, и вы постараетесь по цели, например, макроспасения из данного лекционного материала выявить именно духовное управление, то есть как вы на духе делаете управление с помощью данной технологии при условии, что та технология, она находится где-то от вас в стороне. То есть уровень данного духовного управления заключается в том, что, например, если вы смотрите на какое-то произведение искусства, то у вас существует ассоциация какая-то с тем или иным произведением, и на ассоциативном уровне вы строите часто события или на духовном восприятии. То есть любое произведение искусства или, предположим, фотография, какой-то пейзаж может вызвать ассоциацию по построению, значит, событий, например, будущего. И в этом случае вы это делаете не потому, что вы анализируете объект этого произведения, а потому, что вы имеете духовное восприятие данного объекта. Данный лекционный тип, значит, который я сейчас даю в виде управления, он такой же. То есть все, что я сказал до этого момента, заключено в том, что это сказано для цели управления духовного. То есть в связи с этим вы делаете управление духовное, и теперь вам нужно, значит, на духовном уровне сосредоточить то управление, которое находится конкретно в физической области перед вами, и на духовном уровне строить управляющую область. В этом случае она может быть, как я объяснил, как уровень макроспасения, так уровень саморегенерации, так и уровень управления своего сознания, но находиться в одной точке духа, то есть в одной точке духовного управления. Следовательно, это есть совмещение, значит, выделенного уровня управления
и причем выделенного на уровне именно духа. Когда вы смотрите мою литературу, то там есть использование различных понятий, таких как, например, душа, дух, структура сознания или элементы восприятия. В данном уровне лекционном постарайтесь воспринимать тем элементом, например, своего восприятия, который, ну, возможно, он не описан совершенно конкретно словами. То есть в этот уровень духовного управления входит также и управление теми системами, которые, возможно, не перекладываются на слова. Следовательно, вы можете их со стороны воспринимать, то есть делать управление, но при этом вы можете эти системы не называть. В данном случае проще работать в оптическом диапазоне восприятия, то есть работает то, что вы формализованно воспринимаете как оптическую модель. И в связи с этим вы получаете общее управление просто потому, что вы видите светооттенки на определенном расстоянии от себя, эти световые оттенки определенным образом конфигурируете за счет вашей цели управления. Здесь важным элементом является вот понятие цели управления. В связи с тем, что я поставил задачей объединить различные позиции управляющей системы, то есть макропозиции и собственные частные позиции управления, постарайтесь сейчас вот конкретно передо мной спроецировать то управление, например, там в 1,5 метрах от меня, конкретно в физическом пространстве, которое обозначает ваши собственные задачи по вашим целям управления. И когда вы будете управлять именно этим способом, о котором я сейчас сказал, это способ управления через, значит, духовный уровень, то есть духовное состояние, постарайтесь рассмотреть, как меняется светооптика, то есть светооптическое восприятие, которое не обязательно находится в физическом пространстве в этом случае. И вот этот уровень, который обозначает нахождение восприятия в пространстве, например, вашего мышления, которое не соотносится зачастую, например, с физическим пространством, вы это пространство все равно приведите в физический уровень передо мной. Значит, поставьте перед собой задачу, что вы работаете на собственном мышлении. Когда вы мыслите, вы точно, например, не всегда можете сказать, где вы мыслите, потому что скорость мышления бывает настолько высокая, что координату точки определить нельзя. Следовательно, вы можете мыслить с той скоростью, которая делает пространство не физическим. И вследствие этого вы можете получить, например, собственное пространство управления вне физического плана. И это пространство все равно переместить обратно в физический план, передо мной. Когда я говорю, все время это делаете. То есть это можно делать представлением, а можно делать, например, просто ясновидческим управлением, управляющим, например, ясновидением. В связи с этим, когда вы переместили обратно значит, пространство управления передо мной, посмотрите, в чем, вообще говоря, разница. Значит, если вы мыслите и не определяете точку мышления, то есть вы мыслите, но не задаетесь вопросом, в какой точке физического пространства происходит мышление. И если вы задались этим вопросом, что в этом случае меняется в вашем восприятии, то есть ваше духовное состояние. Делайте одновременно с моим уровнем словесным, то есть вот я говорю, вы это сразу делаете. Если вы для себя разницы не нашли, например, то вы проецируете область мышления в физическое пространство передо мной. Если вы, например, находите разницу, то тогда вы должны проецировать это в пространство мышления, которое не соотносится с физическим пространством. Теперь посмотрите дальше, что нахождение разницы или отсутствие, да, предположим, нет разницы. На самом деле это одно и то же духовное состояние. Значит, поэтому я вот сейчас критериально обозначил духовное состояние, которое определяет управление. Значит, управляющее духовное состояние, оно всегда одинаково при любом уровне управления. Вследствие этого мы можем иметь совершенно спокойный уровень внешнего восприятия, например, внутренний покой, и при этом интенсивно управлять. Значит, следовательно, смена внешних задач в данной конструкции управления – это всего лишь навсего диспозиция действий духа с точки зрения духовного управления. И вот действие духа по отношению, например, к уровню мышления определяет в данном случае наличие управляющей модели в плане вашего мышления либо в физическом пространстве, либо вне, например, этого пространства. И когда вы, значит, делаете объединение
управления как в физическом пространстве, так и на уровне значит, просто мышления, как бы вне физического пространства, например, в пространстве мышления, вы видите структуру собственного духа и, более того, видите, как он развивается. Следовательно, вы можете подойти к своему духовному развитию как бы со стороны на уровне сознания и при этом развивать свой дух таким образом, что вы можете развивать только лишь за счет, ну, например, оптической системы восприятия. То есть, видя интенсивное свечение духовного развития, вы можете добавлять свечение или, там, например, его пролонгировать, делать более глубоким в уровне, значит, который вы определяете, предположим, как душа, и это и есть реальная душа, или же вы определяете как сознание, но это есть, например, структуризация души в виде сознания. Да? Обратите внимание, когда будете слушать эту лекцию, по возможности рассмотрите, что означает данные термины в каждом конкретном случае. И когда вы делаете управление из того духовного состояния, которое является покоем, но которое является управляющим покоем, вы находите структуру этого управления в душе, которая, вообще говоря, в управлении воспринимается как неподвижный субъект восприятия. Вот душа — это есть в данном случае неподвижный субъект в вашем восприятии. И вы потом, когда пойдете дальше, вы увидите, что это и есть восприятие души. Значит, поэтому, если вы рассматриваете управление в контексте определенных вот мной понятий, таких как душа, ну, это общее понятие, в данном случае определенное понятие в данной лекции, определенное. То есть я определил его как структуру, например, воспроизводимую с точки зрения восприятия логического на уровне управления духом. То есть, чтобы понять свою душу и рассмотреть ее спокойное даже состояние, значит, ну, как бы вне действия, нужно приложить духовное усилие. Логически это вполне понятно, что для того, чтобы, значит, рассмотреть работу души и проактивировать задачи души, нужно прилагать усилия. Другой вопрос, как делать управление технологически обеспеченным, то есть управление должно быть технологически реализовано на уровне ваших целей, и при этом вы должны его обеспечить, во-первых, всегда, во-вторых, иногда не анализируя, например, такой уровень связи, о котором вот сейчас я рассказал. Предположим, в данном случае можно рассматривать эту позицию так. Если мы рассматриваем какой-то композиционный материал, предположим, там, многокомпозиционное, там, сложное пластмассовое изделие, да, которое само по себе является формой. И если мы хотим знать, как оно вообще организовывалось, это изделие, мы можем просмотреть состав композитов, там, течение химической реакции и получить общее представление об изделии. Другой вопрос, если для структуры спасения нам нужно реализовать изделие сразу, мы можем его просто взять и переместить рукой, например, да, в нужную точку, не делая исследования там, химических процессов. При прослушивании данного лекционного материала постарайтесь сделать такой же элемент. То есть то, что я рассказал в виде фундаментальных законов, приводящих, например, к реализации управления, ну, что соответствует там очень схематично понятию результата, да, например, там изделие из пластмасс. Если вы это изделие двигаете как в какое-то место рукой физической, вам не обязательно знать его химический состав. Значит, поэтому перейдите от той части лекции, вот, которую я сейчас обозначил как структуризация сознания по, значит, компонентному уровню управления, к цели управления, перейдите таким образом, чтобы получить собственную физическую материю. Например, двигая изделие, вы используете собственную руку. Если вы, например, делаете обратное логическое мышление, вы можете, естественно, понять, что вот изделие, там, управляющим ясновидением, видна рука, да, как через ясновидение, так и логически, потому что изделие двигается, то есть объект восприятия — это изделие. И вот объект восприятия характеризует также и цель восприятия. Вы для чего-то двигаете, там, например, там, пластмассовый стакан. Значит, другой вопрос, что управляющее ясновидение, когда совмещено с логикой, вы получаете структуру устойчивого духовного управления. То есть вам одновременно и логически ясно, что вы это делаете, значит, и также одновременно ясновидчески это можно увидеть, да, как бы как в картинке. Наложение двух элементов получается духовное устойчивое управление.
Постарайтесь скорость понимания данной лекции постоянно держать специально усилием сознания на уровне полного понимания в плане, например, хотя бы первой итерации. То есть данной лекции требуется обязательно держать понимание. То есть вы не должны уходить в анализ и думать, что, например, данная конструкция усложнена. Значит, поэтому я сейчас к чему привожу, что устойчивая духовная конструкция характеризует физическую материю. Физическая материя двигает стакан. Вследствие этого, значит, мы можем получить, что внутриклеточная организация, например, физическая, конкретно содержит устойчивые духовные композиции. Это я получил на основе анализа, который является, в принципе, усложненным анализом, сочетающим там элементарный уровень восприятия, но при этом данный уровень анализа базируется, во-первых, на той части лекции, о которой я сказал, во-вторых, из этого ассоциативно, логически следует, но я об этом как бы прямо не заявил пока, да, что значит, мы можем делать управление только потому, что мы можем работать уже с макросистемой, да, конечного типа. Значит, хотя я все время об этом говорил, и это у всех четко было выявлено, что да, можно делать управление, не вникая, например, в систему, например, организации процесса. То есть вот когда вы, значит, слушали мою речь, вы все время определенным образом на сознании, на восприятии реализовывали такой тип управления, и он действительно может быть более оптимальным, чем детализация процесса. Поэтому посмотрите внимательно, как каждый делал управление, которое является конечным уровнем управления без детализации. И смотреть надо в пространстве передо мной, там, в 1,5 метрах от меня, сфера радиусом, например, 20 сантиметров. Вся информация этого управления находится здесь. Значит, вы должны поставить вопрос и не смотреть вот индивидуально каждого, как именно что делал каждый, а сразу смотреть на ответ на вопрос, как каждый делал, и получить только один ответ для всех. То есть вы сейчас это проделаете, получите именно один ответ по работе всех. Ответ может быть не обязательно понятен на логике, но он должен быть восприниматься именно как один ответ. Например, как одна волна, идущая от этой сферы к вам. То есть в связи с этим эта волна, восприятие, что эта волна идет, этого достаточно, чтобы знать, что ответ получен. Вследствие этого я сейчас просто хочу рассказать о разных уровнях телепатического уровня передачи информации, значит, которые, эти уровни, они, значит, различаются тем, что есть, например, уровень духовного управления, то есть вы делаете управление из собственного духа и передаете информацию, но при этом она не визуализируется тем, кто воспринимает эту информацию, а вы передаете только смысловой или событийный уровень. И человек может это либо воспринять, либо, например, не воспринять. Второй уровень — это дословный уровень, то есть многие, например, из учеников, они просто пишут дословно и действительно пишут точно. То есть это, значит, просто такой уровень, который характеризует словесный план телепатии, как ее и понимают во многом, хотя это только одна из систем телепатического уровня информации. И вот сейчас я хочу сказать о той части, к которой сейчас, в принципе, я вас подвел. Это тот телепатический уровень, который и становится известным как вот похожая волна, о которой я сейчас сказал. То есть она нигде не фиксируется, она не имеет образов, но она является телепатической передачей информации, и более точной, и более быстрой. Но при этом она не оставляет следов. Значит, вот такой уровень передачи информации является телепатией по системе макроспасения от, возможно, например, глобальной катастрофы, потому что этот уровень телепатии, он основан на своеобразных жестких системах организации мира, и при этом, ну, похоже это на то, что, скажем, если есть гравитация, она везде срабатывает, считается так, в основном. Это примерно такой же уровень, что этот тип телепатии, он существует органично, как встроенная система, например, условно-кристаллическая система, значит, организации мира. То есть такой тип телепатии существует
везде, потому что у вас есть мышление. Значит, и это и есть элемент организации мышления. То есть мышление так организовано, что, значит, как только вы производите мышление, вы получаете передачу информации, отражение данного элемента мышления везде. Например, почему мысли, ну там, можно сказать, что они не все понятны там, тем, кто не занимается, да, активным изучением телепатии, но, значит, тем не менее, всегда существует ощущение от элемента мышления, либо явное, либо неявное. Да? Значит, кто-то считает, что он это воспринимает, кто-то нет, но какие-то мысли объявлены, какие-то нет. Вот структура именно того, что мышление происходит, вообще говоря, воспринимается всеми. Значит, поэтому, причем мышление происходит у другого человека. Например, ну, человек может спать, да, или, например, не только человек, там, животное, собака, предположим. Если вы смотрите на там, собаку, то поведенческая система, можно сразу определить, она куда-то движется, можно определить уровень управления, откуда она движется и где ее целевые функции на уровне информации, например, возле физического тела собаки. Но является ли это мышлением? Да? Это мы можем сказать, что мы взяли абстрактную информацию и получили управление с точки зрения организации вообще материи. Так вот, в этой информации можно выделить мышление собаки, именно мышление. Значит, это в качестве домашнего задания надо выделить у собаки точки мышления возле физического тела, не внутри. И на расстоянии не более метра от физического тела собаки. Значит, дело в том, что когда я говорю о мышлении, я характеризую те позиции, которые говорят о том, что вы можете получать информацию и передавать всем знания по макроспасению, используя вот эти, ну, своеобразные каналы жестко, так скажем, встроенной телепатической системы, которая является в том числе и элементом организации мира от Создателя. То есть, например, если мы рассмотрим процесс присутствия Создателя в мышлении каждого, например, в области сознательного развития, то мы увидим, что это есть система распределения на самом деле, в том числе система распределения информации. И вот чтобы эта система распределения работала, функционально работала, должны быть жестко ориентированные звенья. И вот эти жестко ориентированные звенья — это вот та система жестко фиксированной телепатической системы в физическом пространстве, которое окружает, например, физические тела. Но это физическое пространство одновременно является и пространством мышления. Значит, в качестве самостоятельной работы найдите, опять же, в сфере передо мной, например, в 1,5 метрах передо мной, сфера радиусом полметра. Найдите в этой сфере те точки, которые одновременно являются и пространством мышления, и одновременно находятся в физическом пространстве передо мной. То есть я взял и задачу резко сузил, то есть просто привел ее, сделал ее приведенной перед собой. Значит, вы постарайтесь эти элементы каждый найти самостоятельно в этой сфере передо мной. На нахождение я, вообще говоря, время даю мало. То есть вы, например, сделали какой-то обзор, получили какое-то восприятие в эту область, и можно сказать, что это и есть нахождение данного уровня. То есть нахождение — это то, что вы успели воспринять за тот короткий промежуток, который я вообще объявил. Теперь, значит, найдите то же самое, но для всех. То есть есть лично ваше в этой сфере. В этой же сфере найдите то же самое, но для всех, не только тех, кто находится в зале, вообще для всех. И когда вы, значит, нашли, вы обратите внимание, что все, что вы нашли для всех, начинает как бы придвигаться вот в этой сфере к вашей точке. То есть не наоборот, а вот своеобразный, ну, в кавычках, да, скажем, условно магнит, ваша точка, которая притягивает к себе совокупно обобщенную сферу. Значит, элемент данного, значит, построения заключается в том, что именно вы воспроизводите всю внешнюю реальность. Из постулирующего признака любой объект информации воспроизводит всю, в том числе внешнюю и внутреннюю реальность. И поэтому управление приводится к вам. То есть вы выделили свою область управления или обобщенную для всех, и получается, что
на уровне законов развития внешнее управление приводится к вам. И когда вы проанализируете, например, состояние своего организма, там, предположим, систему саморегенерации или систему самовосстановления, то вы увидите, что она работает по такому же типовому признаку, что все внешние элементы макроуправления имеют усредненный как бы вариант, который находится на точках, например, физического тела. Предположим, почему акупрессура существует, например, целенаправленная, или почему она существует обобщенная. И в этом и в другом случае есть точки, которые одни и те же. Потому что в теле, например, человека существуют именно вот такие детекторы, которые воспринимают и частное, и общее, и при этом в этой точке общее все равно стремится к частному, то есть к тому, что является индивидуальным для человека. Если вы рассмотрите признак, идущий, например, от вас, то вы увидите, что из этой точки частного вы можете построить всю внешнюю реальность. Здесь, в принципе, это дальше уже элементарно с точки зрения восприятия делать. То есть достаточно видеть, что обобщенная точка движется к вам. Ну, очень простой элемент. Если вы видите, что машина едет в одну сторону, там вы же экстраполяционной моделью вполне сразу поймете, что она может задать задний ход, например, да? А колея-то будет одна и та же, если мы хотим именно сохранить ту же самую колею. То есть, получается, изучить траекторию движения мы здесь можем просто из оптического восприятия. А вот распаковать траекторию, то есть понять, как в этом случае строить макрореальность, мы можем приложить духовный уровень управления. В этой же точке пространства, физического пространства. То есть и сразу становится понятно, почему нужно, например, физическое пространство, что мы можем употреблять и, ну, скажем так, полевое, да, информативное управление, а также применять анализ с точки зрения фиксации уровня управления. Следовательно, если мы имеем физическое пространство, например, в обычном понимании, то мы можем иметь, соответственно, и критерии организации этого физического пространства. Тогда критериальной системой становится наше физическое тело. Опять это второй уровень управления, связанный с саморегенерацией по уровню всеобщей гармонии. То есть саморегенерация является гармоничной, когда вы знаете законы самоорганизации по отношению к какому-либо из источников информации. Например, вот в данном случае это организация макроуровня. Следовательно, чтобы самоорганизоваться, достаточно во многих случаях всего лишь навсего, значит, сделать анализ, ну, такого типа, что вы всего лишь навсего отслеживаете обратный уровень по отношению к событию от общего к частному. И вот здесь важный очень переход есть, что если вы делаете управление уже от общего к частному, вообще от общего к частному, то на этом уровне вы можете перейти к уровню восприятия любого объекта информации. В данном случае я говорил пока о вашем индивидуальном уровне, то есть вы, значит, имеете собственный уровень и плюс обобщенный, но собственно созданный. Если от общего вообще к частному вообще, вы сможете, ну, фактически понять, предположим, как воспринимает все элементы информации с точки зрения, причем, создателя. То есть вы можете понять эту информацию с точки зрения создателя. То есть если для создателя рассмотреть мир как систему равнозначных объектов, то тогда индивидуальным признаком является собственный уровень восприятия. Ясно, что у человека даже в разных состояниях, там, например, восприятие может меняться, а при этом, если мы рассматриваем разные уровни вообще объектов, то восприятие может быть, ну, в принципе, другим. И вот этот уровень восприятия и уровень организации, значит, мира с точки зрения этого восприятия, другого объекта информации, это в качестве самостоятельной работы. Вам нужно будет посмотреть в результате этой лекции. То есть вам нужно будет увидеть организацию всей реальности с точки зрения, например, значит, ну, там, дерева, какого-либо вида животного или вообще какого-либо уровня, который считается неорганическим, да? Камень и так далее. То есть можно вообще взять созданную реальность и от нее посмотреть, как организовывается мир. Когда вы рассмотрите, предположим, множество элементов, значит,
вы увидите, что совокупным уровнем вашего сознания, которое организовывает разные элементы, это есть форма человека. То есть, проделав это задание, увидите, обязательно обнаружите, что разные уровни восприятия от Создателя организовывают форму человека, как уровень, от которого развиваются сами объекты. Следовательно, вам нужно доказать, что форма человека, она организовывает внешние объекты, но доказать, как я объяснил, технология доказательств в том, что вы даете, ну, фактически, значит, развивать своему сознанию таким образом, что ваше сознание строит совершенно разные конструкции из разных элементов восприятия. Именно из разных элементов восприятия. Значит, если вы рассмотрите следующий уровень, который называется управлением из собственного сознания любым объектом информации, то есть любой информацией, и при этом вы рассмотрите это управление таким образом, что вы имеете, значит, задачу обобщения, то есть не разделение вообще уровней на частные, например, или общие, и ваша задача является одновременно управление по системе макроспасения, то прямое управление и структуры своего сознания — это и есть обобщение. То есть это логически ясно, что чем больше вы обобщили, тем вы получаете точнее и, вообще говоря, значит, прямее, да, то есть короче управление. Значит, поэтому, когда вот я употребил слово «прямее», следовательно, в сознании мы можем так интерпретировать управление, либо оно опосредованное, либо оно прямое, там, прямее, точнее, что характеристикой управления может являться всего лишь навсего постановочная часть задач, что мы хотим. Там, исключительно прямое управление, тогда что это, да? И что из себя представляет прямое управление из своего сознания? А если мы используем термин «прямее», то есть мы, значит, говорим о том, что в этом случае присутствуют, ну, возможно, системы, которые, можно так их назвать, что они обусловлены такими, что ли, своими характеристиками, что создают не обязательно прямое управление, а могут быть промежуточными звеньями, да, к управляющему сегменту информации. Значит, вот в этой части лекции обобщенное восприятие ваше, оно формирует именно частный уровень воспроизводства событийного плана. То есть если мы ставим задачу совмещения всех уровней частных и обобщенных, то вы в событийном плане имеете, значит, какие-то события, управляемые уже, если вы вводите обобщенные характеристики мышления. Задача стоит только в том, что вы должны будете их как-то ввести и куда-то поставить, чтобы получить управляемые события. И вот понятие «прямое управление» характеризует в данном случае то, что вы, значит, не оставляете промежутка между обобщенным и частным управлением. Следовательно, в данном случае, как я уже объяснил, на позиции сближения траектории, значит, здесь надо ввести вместо оптического, опять же, уровня восприятия, желательно ввести духовное. А в данном случае вообще нужно ввести духовное управление, а следовательно сначала духовное восприятие. Вот формирование духовного восприятия — это есть тот мостик, который характеризует одновременность управления в данной лекционной части для всех конструкций сознания. И поэтому, значит, только лишь формирование данного восприятия обеспечивает прямое управление по конструкции данной лекции. Вы в связи с этим постарайтесь сделать управление объемным. И это управление как бы сделайте духовную объемность по возможности в управляющем контексте прямо передо мной. То есть рассмотрите объем духа, вот пространство прямо передо мной. Старайтесь это делать сосредоточенно. Я сейчас локализирую сейчас пространство управления передо мной. Например, в радиусе где-то 1,5 метров от меня находится сфера. То есть мы, например, считаем, что я являюсь центром
там, данной сферы, предположим, и вокруг меня находится такая сфера. Управление надо осуществлять на внешней поверхности этой сферы. То есть не локализованно, например, четко передо мной, но старайтесь как бы рассмотреть, что некий, например, такой шар, вот он прозрачный, и управление надо делать здесь. То есть посмотрите тогда содержание, значит, духовного объема, так скажем, да, вашего, который вы можете назначить просто вот на этой сфере, внешней, то есть на стороне по отношению к вам, на внешней поверхности сферы. А теперь посмотрите внутри, войдите внутрь, посмотрите внутри. В чем разница духовного объема? Я сейчас формирую вообще понятие духовного объема. Важно это делать, а понятие сформируется уже потом. Что есть объем духа? Технология, она достаточно необычная. Понятие формируется позже, после того, как вы сначала работаете. Значит, затем посмотрите все то же самое, но в сферах вокруг себя. Все то же самое. Быстро посмотрели, например, вокруг себя именно во внешней части, духовный объем. Затем вошли внутрь сферы и посмотрели внутри, на внутренней поверхности этой сферы. А теперь сделайте такое действие. Все существующие задачи, например, ваши, вообще всего мира по созидательному развитию, все эти задачи расположите духовным управлением, то есть определенными объемами своего духа, которые вы реализовали, вот восприняли здесь, но которые мы пока не определяем, например, как конкретно в виде какой-то жесткой системы, да, что есть объем духа. Но мы используем это понятие как своеобразную транспортную систему по всем задачам в мире, которые связаны с макроспасением, ваши частные задачи. И все эти объемы расположили здесь опять передо мной, например, в той же сфере радиусом, ну, например, 50 сантиметров. Сделайте так, чтобы это была сфера обобщенная, то есть сфера всех. И тех, кто в прошлом, например, и тех, кто в будущем. Тех, кто был, да, и является в прошлом, и тех, кто в будущем. Найдите отсюда сферу текущего времени. Нашли сферу текущего времени и сделали управление, чтобы задачи были у всех оптимизированы. То есть это излечение от заболевания, это, например, управление по тому, чтобы не было макрокатастрофы, или управление событийным рядом. Все это делать нужно передо мной, старайтесь постоянно фиксировать размеры сферы, 50 сантиметров, примерно, передо мной. То есть не уходите за границы этой сферы, работайте внутри. Значит, теперь посмотрите разницу ваша работа и работа, когда вы работаете со всеми. Надо оценить очень быстро. Оценить, что значит, разницы нет в той точке, где есть духовное управление с духом всеобщим, например, там, дух всеобщего спасения, идеологический уровень. Он имеет бесконечный объем, но часто конкретную локализацию. С этим будьте повнимательнее, то есть конкретная локализация, ну, есть, например, идеологический уровень, да, идея правильно часто локальна, при этом, может быть, она всеобщая по духовному содержанию. Значит, и если вы делаете управление, например, такое, что вы подразумеваете, ну, например, только тех, кто уже будет в будущем, где прошлое учтено за счет развития структуры будущего, то увидите, что прошлое может быть организовано как система организации будущих событий, ну, например, в информативном плане. Это своеобразный шарик, из которого все время там, из прошлого, ну, скажем так, элемент энергии, да, информации перемещается в будущее, строит конструкцию будущего, и своеобразное колесо, где все время все находится в условиях только одного уровня массы и объема. То есть рассмотрите развитие мира через эту позицию. Предположим, там вот прошла секунда, мы берем из этой секунды массу, просто информативную массу берем, делаем ее нейтральной, выводим и ставим там на секунду или на 10 секунд вперед. И туда вкладываем смысл управления. То есть получается, мы взяли из прошлого, положили и при этом ничего не израсходовали. Конструкция прошлого где-то существует, а вот это где-то это есть состояние духа, то есть духовное содержание. Мы можем изъять информацию управления, например, да, но духовное содержание остается, потому что оно в данном случае может быть бесконечно, там, например, в минус бесконечность и в плюс. Следовательно,
Я просто выделил такой параметр, что можно работать с оптикой восприятия, значит, используя своеобразный уровень замкнутой системы, но при этом, когда я начинаю проводить анализ, то я прихожу к тому, что состояние духа тогда должно быть бесконечным, чтобы удержать всю конструкцию прошлого, да, например, в духовном восприятии. Следовательно, я выделил такой параметр, как духовное восприятие, показал, что дух является бесконечным, и показал, что мы можем находиться в рамках абсолютно замкнутой системы. То есть ничего не тратя, ничего нигде как бы не беря, а пользуясь всего одним элементом, например, восприятие. Да? И вот когда вы все эти элементы проанализируете, например, можно это делать, кстати, долго, вот это упражнение можно делать долго, анализировать так, чтобы получить собственное управление, значит, конкретно, например, перед собой, в физической области перед собой, и причем такое, чтобы, значит, локальные характеристики духовного состояния, то есть некий оптический объем, который, в принципе, может быть назван так же, как духовное состояние, мы можем задаться вопросом, что есть духовное состояние с точки зрения оптического объема, и просто увидеть. И вот этот оптический объем наложить на элемент бесконечного в прошлом развития, именно бесконечного в прошлом развития, то есть наоборот духовную структуру развития. То есть вы можете, значит, развить духовную структуру, просто-навсего развив вектор, ну, фактически в прошлое, вектор духовного развития. И поэтому получается, что когда духовная конструкция выходит в прошлое, вы все равно развиваетесь. Прошлое с точки зрения духовного, ну, конституции, организации личности не является регрессом. Вследствие этого вы можете получить управление из этой, вот, например, логической, да, фактически логической конструкции. Значит, вы можете получить управление таким образом, что здесь вот достаточно необычный переход, будьте здесь внимательнее, что вы всего лишь навсего в текущем времени фиксируете статус управления на духовной опять конструкции. И вот когда я сказал на духовной конструкции, то есть на духе, вы получаете, во-первых, вам не обязательно отвечать на вопрос, который бы следовало задать, например, как мы прошлое там, переносим там, технически в будущее, или как мы получаем из будущего проекцию, а просто-навсего статусность задаем. То есть принципиальную идею, бесконечную форму создаем. Принципиальная идея или концептуальная, например, идея, некая бесконечная форма, ну, например, если брать, сейчас их называют как бы пиар-компаниями или там компании по организации системы управления, то если брать организацию, ну, основных, скажем так, да, государств мира, то система духовного управления была одновременно и локально, то есть целенаправленно в физическом пространстве, одновременно бесконечно в момент организации, в точке организации информации. Вследствие этого будьте, это, в общем-то, здесь повнимательнее с точки зрения анализа, и сделать анализ можно достаточно просто, взять основные какие-то известные, например, государства, посмотреть, как вообще они организовывались изначально, и увидеть просто на физической, что ли, форме, на физических параметрах, как происходила организация системы. С точки зрения того, что здесь есть и физическое присутствие духовного локального управления, и в этой точке дух является бесконечным. Любая устойчивая форма – это и есть бесконечное проявление духа. Такой логический вывод здесь получился. То есть получается, что там клетка организма – это тоже есть бесконечное проявление духа в его бесконечном развитии. Что мешает, например, сделать бесконечность структуры сознания, да? И тогда сознание бесконечно, которое формирует бесконечное, например, время и пространство проявления физическое тело. То есть законы вечного развития, на самом деле, они не такие уж сложные. Вот я сейчас просто привел логически ту конструкцию вечного развития, которая сразу очень понимаема, но, например, не всегда оформляема словами. Обратите внимание, вот эта конструкция очень понимаема, но слова, если посмотреть, более оформлены, они, например, это лет, например, через 100. То есть формализация управления такова, что
духовное развитие, бесконечно, плюс-минус бесконечно, сталкивается с системой преобразования слов и системой изменения от социального, например, уровня развития, когда сознание меняется в зависимости от того, как меняется жизнь совокупного, коллективного сознания. Но при этом смысловой оттенок слов, он другой. Ну, предположим, там в русском языке там, слово «мир» — это физический мир, и мир вообще мир, да, где нет войн, отсутствие войны. Значит, если мы брали бы язык, ну, например, еще тот, где, значит, мир выделялась дополнительной буквы, то есть земля, например, да, то там была точная координата, что читать. Там мир с еще одной буквой — это земля, без буквы — это мир, нет войны. Потом, когда как бы правила были изменены, другая конструкция восприятия сейчас существует у людей. Там это было более четко обозначено системой. В данном случае, если мы рассматриваем восприятие, значит, с точки зрения будущего, там есть одинаковые вроде бы слова, но другая ориентация восприятия. Если посмотреть, например, на миллион лет вперед, то там язык преобразован в виде, значит, больше духовного контекста общения. Каждое слово, например, более, да, концептуально и духовно развито. Следовательно, ваша задача, когда вы ставите ну, как бы параметры вечного развития, это задача обеспечить бесконечность развития и реально воспринимать, что в бесконечности происходит и как это понимаемо вами сейчас. И как вообще это передать всем. То есть сделать универсальную систему развития с точки зрения бесконечного развития. То есть в будущем все должно пониматься по возможности точно так же, например, да, как сейчас с точки зрения законов развития от Создателя. И когда вы, значит, так рассматриваете, то ваше восприятие снова приобретает вот прямо в параметрическом уровне, в виде формы, обратно приобретает форму человека. И вот прямо передо мной посмотрите, просмотрите структуру собственного восприятия, это действительно форма человека. Следовательно, например, опять к форме человека я привел, когда поставил задачу сделать, значит, вечное развитие технологически и логически обоснованным. И получается, что параметры логики с точки зрения вечного развития — это тоже форма человека. То есть логическое мышление можно, значит, сочетать с духовным развитием, если мы форму человека с точки зрения информации логики начинаем анализировать в приложении к событийной конструкции. И тогда мы видим, как дух участвует в событиях. Это очень просто, логически. То есть ясно, что каждый человек что-то делает, какие-то принимает решения, и достаточно эти технологические решения проводить с точки зрения именно формы человека. То есть вы ставите перед собой, например, форму, где форма, это есть форма человека, является логикой вашего мышления. Логика — это то, что вы, в общем-то, в данном случае принимаете как бытовую логику, логику в решении вопросов там, социальных или вообще любую другую конструкцию, где можно применить логическое именно мышление. Значит, дальше вы следующим шагом, чуть дальше от этой формы, ставите свои собственные задачи и смотрите, как эта логика связана с духом, с вашим духом, и где связано, в каких точках. Как, например, активация духа через акупрессуру, также можно логику активировать через своеобразную, ну, условно, акупрессуру, через идентификацию этих точек, где активация их вызывает духовное управление по отношению к событию. И вы можете управлять через логику, тогда духом, где далее стоит просто конструкция вашего события. Геометрически это, например, выглядит, еще раз я возвращаюсь к геометрии в физическом пространстве. Передо мной стоит форма человека, то есть, ну, фактически человек, форма человека, значит, которая означает логику управления. Например, дальше, там, в 5 метрах я поставил сферу, которая является целью моего управления. Она может быть любая, могу вводить смысл управления, могу его менять. И всего лишь навсего смотрю, где в этом, ну, скажем так, логическом человеке, да, в вашем восприятии логики, форма логики, это есть человек, меняется конструкция интенсивности свечения, чтобы моя цель управления там в сфере далеко, в 5 метрах от меня, она была реализована. Но при этом, чтобы управление шло через дух.
так я управляю своей логикой, чтобы управление было духовное. Мне не надо отслеживать расстояние, мне надо отслеживать, в принципе, как бы структуру геометрическую духа, потому что я управляю через логику. И вследствие вот такой организации сознания, поэтому форма духа, она часто не определена. То есть нет задачи вообще ее выявлять. Хотя можно. Можно выявить локальную форму духа, как я объяснял, но при такой организации можно управлять духовно, используя логический принцип управления. И причем управлять достаточно просто. Это, я говорю, принцип активации оптических всего лишь точек в логической форме вашего сознания. И, как я сейчас объяснил, эта форма, она приближается к форме человека и вообще является таковой. А уж если поведенческая структура, логика, да, которая определяет события, поведенческая структура человека, это система, которая в том числе определяет, и которая определяет, как я сказал вначале. Если она определяет форму человека, то ясно, что любая событийная конструкция также строит форму человека. То есть, имея собственную форму, мы можем всегда знать, что происходит в событиях. Вот это и есть управляющее ясновидение. Не просто знать, но и управлять. Да? Значит, то есть событийная конструкция внешняя, она и характеризует то, что вы ее уже знаете, потому что она вас и организовывает. Поэтому, когда, например, мы смотрим на понятие развития ясновидения с точки зрения данной конструкции, управляющего причем ясновидения, то вы это понимаете, потому что знаете, например, идеологию и компоненты, то есть элементарные, с точки зрения элементов организации лекции, этот уровень знаний. И когда мы говорим, как, например, там открывается ясновидение или целительские возможности, или система прямого доступа для, например, макроспасения, для любого вообще принципа управления и спасения, то она открывается, когда есть система знаний, которая организовывает именно поэтапный уровень организации этих знаний. Когда вы приходите к таким компонентам через знания, то они от вас никак не могут исчезнуть. Более того, достигнутый уровень, предположим, ясновидения или целительства, он никогда не уменьшается в этом случае. То есть он может быть только или развиваться, или, например, развиваться параллельно с той же скоростью, но в других компонентах, там, предположим, ясновидение направлено на микроэлементы или на макрокосмос, управляющий причем. То есть в качестве самостоятельной работы вы должны здесь будете найти тот механизм, исходя из этой лекции, который бы обеспечил обязательность развития характеристик прямого доступа, например, иррациональное видение, куда входит не только ясновидение, а система рационального, в том числе и рационального мышления одновременно с восприятием образа и так далее. То есть и показать, что тот постулат, который я объявил, он функционирует в плане том, что вы всегда имеете только развитие, потому что события же развиваются, следовательно, вы не можете, там, например, достигнув определенного уровня управления, это, предположим, утерять или же быть технологически необеспеченными. Это очень важно. Я к этому привел логическими и, вообще говоря, духовными постулатами. Поэтому постарайтесь здесь очень четко это понять, потому что смыслом управления является достижимость управления с точки зрения, например, макроспасения вообще всегда. То есть неустойчивость неустойчивых форм, например, неустойчивость формы управления здесь не может быть проявлена. А это логический принцип. То есть вы должны на логике понимать, что это так, и тогда это будет так, например, с точки зрения опять духовного, да, уровня. Логическая форма создает духовный уровень, то есть уровень прямого доступа на любом расстоянии. Следовательно, доказать, почему набранный уровень, например, управляющего сновидения не может быть преуменьшен, да, ни при каких обстоятельствах. Это значит, во-первых, обеспечить системно и реально обеспечить, например, систему макроспасения элементом совершенно реальным. То есть реально заключается в том, что вы всегда достигаете управления в случае необходимости, там, например, компонент каких-то действий для макроспасения. Во-вторых, это очень полезно в случае того же лечения или любого другого уровня управления событиями на любом расстоянии. И эти события, тогда ясно, почему это есть тренинг, который все время вас совершенствует с точки зрения, опять же, решения той же задачи макроспасения. От частного, да, к общему, тот же постулат.
Поэтому, значит, эту конструкцию логически докажите. Как логически путем мышления, да, в пространстве мышления, так логически путем формирования формы логики в виде человека перед собой. И это можно доказать, наоборот, из духовного уровня управления, то есть из духовного пути управления после логической формы. На этом я заканчиваю лекционную часть. Сейчас будет минут 15 перерыв, а затем я буду отвечать на вопросы. Я начинаю ответы на вопросы. Практически, как это обычно происходит, данные ответы подразумевают практическое приложение технологии, изложенной в лекции. При этом приложение часто не прямое, но оно целевым образом принципиально связано именно с лекционной частью. Значит, вопрос следующий. У сына нашли, значит, герпес, и есть такое утверждение, что заболевание связано с пользованием кондиционером. И вопрос состоит в том, что может ли кондиционер повлиять на снижение иммунитета. Дело в том, что с точки зрения управляющих систем, например, в вашем сознании, повлиять может на физиологическое состояние только лишь преобразование, которое вызывает изменения именно вот все-таки в сознании. То есть сам кондиционер, если вы, значит, управляете через сознание им же и, например, делаете такое управление, что он не вызывает каких-либо проблем, то кондиционер, как и любая другая, например, техническая или не только техническая, биологическая система, не будет вызывать проблем. Но кондиционер, ну, на уровне как бы автоматизма восприятия, конечно, вызывает те конструкции сознания, которые, значит, характеризуют следующие принципы, что известно, например, как бы с точки зрения ортодоксальной медицины, обычного плана, как бы физиологического, что резкое изменение температуры это считается отрицательным качеством, например, для возможности, например, какого-то заболевания. Если герпес, то соответствующая, например, какая-то среда с определенными характеристиками влажности и микромолекулярным уровнем, да, например, повышенная ионизация и так далее. То есть существуют в коллективном сознании определенные конструкции, которые все время активируются, как только возникает образ кондиционера или присутствие возле кондиционера. Вследствие этого, естественно, что активация, как бы, фактически это все равно, что внешнее управление. Значит, при пользовании кондиционером приводит к тому, что, значит, уровень, ну, той же иммунной системы, который, значит, вообще говоря, во многом регулирует вот именно в том числе систему внешней связи по отношению к внешней информации, начинает преобразовываться, и получается, что когда есть такое устойчивое коллективное мнение, то это мнение может вызвать какое-то, например, заболевание. Вследствие этого, значит, управление в данном случае заключается в том, что, как вот я, например, ставил процесс управления как систему духовного восприятия от технологии разбора, например, управляющего, значит, элемента сознания, то здесь смыслом управления может быть следующее в оптика как бы духовном преобразовании, значит, что сам кондиционер можно вывести как систему организованного события, например, на расстоянии какой-то физической себя в мысли-образе, а уровень духовного управления сделать таким, что он бы был той сферой, которая содержит в себе кондиционер, и вот статус бесконечного духовного развития просто значит, из внутренней поверхности этой сферы просто оптически пролонгировать в область кондиционера, то есть где вот физический образ кондиционера, и вывести в управляющую вот эту обобщенную точку, например, телепатического плана передачи информации. Почему
Следующим конечным в этом элементе управления действием является вывести в область общей телепатии, а то, что каждое действие позитивного плана требует того, ну, по системе макроспасения, так скажем, требует, что этому нужно научить всех других. И если вы просто сделали, но не передали, например, знания, которые вы имеете по данной конструкции, то вы получаете на самом деле ограниченный уровень духовного импульса. То есть вот импульс от вас к управлению, он является бесконечным, потому что бесконечным он является реальным. То есть вы даете всем систему макроспасения. Если вы действие обучения логически не вводите в данной конструкции, с точки зрения именно сегодняшней лекции я объясняю, вообще это обобщенный принцип по отношению ко всему управлению, значит, то вы тогда имеете только часть управления, и тогда до физического уровня это может, ну, в принципе, не дойти. То есть управление, которое переводит на физический уровень, это управление с учетом передачи знаний по системе макроспасения. Значит, в данном случае, значит, общий идеологический вывод вот из этой конструкции пояснения состоит в том, что любая информация, она управляема, совершенно ясно, откуда берется, например, внешнее управляющее действие какой-либо информации, либо оно социальное, либо оно закрепленное там в коллективном сознании. Часто это бывает просто внешняя мысль, например, или же даже уровень внешнего духовного управления, где сам человек не дифференцирует состояние, да? Тогда получается, что, то есть в духовном состоянии, например, другого человека, или дифференцировать не так, как следовало бы, тогда получается, что в этой конструкции понимание духовного состояния или там умение, например, там, читать мысли по управлению макроспасения, то есть не все там подряд, потому что есть принцип собственных мыслей, ну, к которым, вообще говоря, может доступа не быть, если человек не хочет. Но вот по системе макроспасения, то вот именно иррациональные такие системы, как чтение мысли, дифференциация духовных позиций, это и есть точность в вечном развитии. То есть тогда вы не будете иметь внешнего управления как бы по отрицательному статусу из-за того, что вы что-то там не поняли или не разобрали. Или же вы, например, идете по структуре, например, коллективного сознания, которое навязывает отрицательный статус. Здесь ведь элемент был такой, что можно было реструктуризировать структуру коллективного сознания в данном сегменте. Но я вот все-таки дал не систему реструктуризации, как бы вот не лобовую такую систему управления, что ли, если так можно выразиться, а дал систему, связанную именно с лекцией. Здесь будьте повнимательнее, приложите материал лекции в плане развития ответа, так скажем. Теперь перечень вопросов. Чем объяснить очень часто отсутствие желания принимать пищу? Ну, во-первых, при использовании, например, технологии управления зачастую, скажем так, энергонизированность, да, состояния вот, физического, она такова, что действительно может вот, именно появляться отсутствие желания, там, предположим, именно к приему физической пищи, потому что вы можете, во-первых, так структурировать сознание, что идет воспроизводство, например, в том числе и материи физической. Но учитывая, что управление является фундаментальным в том случае, когда это все-таки все умеют делать по системе именно макроспасения, то либо надо тогда всех научить, как за счет сознания организовать физическое тело, либо тогда надо пищу принимать, пока все не умеют, например, этого делать. Но, тем не менее, вот такие состояния, они действительно бывают. Значит, дальше, во второй вопрос. Понятие света души и горения в духовном оттенке – это разные конструкции. Душа горит больше, конструкция духовно-оптическая, в том плане, вот, с точки зрения сегодняшней лекции. Например, свет души – это может быть бесконечный свет души с точки зрения, например, литературной интерпретации данного понятия. То, что я даю трактовку каким-то понятиям, в данном случае в большей степени рассматривать именно в приложении к сегодняшней лекции, потому что говорить о понятиях можно, естественно, с точки зрения там, всеобщих конструкций, там, философских, предположим, или психологических. Поэтому ответы вот, обязательно все время выводите в понимание
к сегодняшней лекции. И вот тогда понятие температурного режима, например, да, значит, с точки зрения горящей души, значит, если мы рассмотрим, значит, этот режим, он заключается в том, что вы должны, если так вот ответить образно, так скажем, воссиять настолько, чтобы свет был дальше вашего сияния. Это будет такой ответ на данный вопрос. Третий вопрос такой. Какова технология микро- и макроспасения? Но дело в том, что здесь ситуация опять в прикладном плане по моей лекции, она такова, что я уже не буду говорить о том, что, например, технология во многих лекциях она существует, там, например, по крайней мере, технология именно то, что я называю макроспасение, но здесь бы я хотел больше, значит, показать именно переходный уровень, что на самом деле это во многом одно и то же. С точки зрения развития сознания это одно и то же. Вот здесь я сейчас хочу ввести новую технологию, что строить спасение на развитии сознания. То есть когда вы можете, значит, получать активность управления, потому что вы видите, как развивается ваше сознание. Конструкция эта очень проста. Здесь в этом уровне нет, вообще говоря, разницы, где вы находитесь, в микрообласти или в макрообласти. Но микро- и макрообласть позволяют именно выявить, так скажем, траекторию или там светооптический след, где идет развитие. Как я приводил в лекции, есть частный уровень и есть обобщенный уровень. И вот частный, например, возьмем, сделаем своеобразное преобразование сознания и скажем, что частный уровень – это есть микроуровень с точки зрения всех связей, а общий уровень – это макроуровень. То есть две оптические области. Одна небольшая, другая побольше. Как только вы объявили сознанием эти два постулата, вы видите, что идет распространение, значит, двух уровней по отношению друг к другу, и причем они движутся навстречу друг другу. Почему, например, ученые воспринимают в оптическом диапазоне, что расширяется Вселенная? Дело в том, что если мы рассмотрим микро- и макромолекулярный уровень, то есть, например, понятие макромолекулярного уровня заключается в том, что есть молекулы, которые находятся, например, одна молекула в большом объеме вакуума. Если рассмотреть такую конструкцию, то мы увидим, как появляется оптический свет. То есть оптический свет реализовывается от соединения микро- и макроуровня с точки зрения восприятия в сознании, так как у меня технология основана на познании законов сознания собственного, то в сознании, если мы одну маленькую физическую систему там выводим в макросистему, например, в очень большое количество вакуума. Вместо целой, например, галактики мы имеем вакуум и туда вводим одну молекулу. И то от молекулы, которая находится в большом физическом теле, например, на Земле, и от этой молекулы при их взаимном стремлении друг к другу возникает внешне расходящийся свет. И тогда, если этот свет, он действительно, значит, ну, скажем так, имеет большие объемы с точки зрения физического носителя, то из физического носителя видно, что как будто бы, например, Вселенная расширяется. Если мы имеем, вот, ну, скажем, такие технологии познания, которые сопоставимы, ну, мы их и имеем, конечно, вот, с точки зрения восприятия в сознании, что, значит, мы можем сказать, значит, о том, как можно видеть развитие, то сам факт этого развития заключается в том, что мы должны прежде всего увидеть, по отношению к чему мы будем дифференцировать развитие, то есть как мы вообще воспринимаем. Например, в данном конкретном примере видно достаточно конкретно, что мы воспринимаем в зависимости от логики наших рассуждений. И вот это вот понятие восприятия в зависимости от логики наших рассуждений,
оно как раз и определяет, что, значит, самая устойчивая конструкция логики – это, например, собственное тело. Если думать возле тела, то это вторая часть устойчивой конструкции в управлении. В связи с этим, если мы вот ставим вопрос, какова технология микро- и макроспасения, то можно ответить после таких как бы долгих рассуждений таким образом, что эта технология такова, что вы работаете возле своего физического тела в первую очередь. А почему работаете, я уже объяснил. Значит, и когда вы получаете вот это понимание, например, да, связанное с простотой ответа, это есть то состояние духа, которое формирует логику, имеющую физическую форму именно физического тела. То есть именно физическую форму для восприятия. Здесь вот я сказал совершенно точно не просто форму, а вот для восприятия именно физическую форму физического тела. Потому что форма тела – это одно, а физическая форма – это другая информация для восприятия, и она находится в другом месте. Поэтому по возможности это проанализируйте и уже из этой разницы в понимании найдите собственные технологии и микро, и макроспасения. Еще самое главное, найдите, где управление, которое строится на развитии вашего сознания. Так как часть ответа я вот, кстати, по этому вопросу передам в виде телепатии, ну, практически как бы вторую часть. В течение 3 дней подряд после данного варианта вопросов, так скажем, после сегодняшнего во многом семинара, потому что вот вопросы в семинарском плане я больше даю, где есть собственная практика. Значит, я думаю, что надо будет обязательно по этому вопросу построить собственные системы управления, причем по системе макроспасения нужно часто их строить такими, чтобы они были не разделены. Следующий вопрос. Как создается любая информация? Значит, дело в том, что создание любой информации, например, с точки зрения сознания, это работа сознания. То есть информация создается работой вашего собственного сознания. В связи с этим, значит, исходя из этого уровня, почему я говорю о сознании, потому что я считаю, что в сознании находится восприятие, а душа, которая воспроизводит сознание и восприятие, это та конструкция, которая является более фундаментальной. И поэтому я сначала определяю именно элемент сознания. Хотя понятно, что первично работает душа, но если сознание не воспроизведено, вы не можете воспринять информацию. Следовательно, любая информация создается сознанием, там, где она уже воспроизведена и где она ощущается. Если вы хотите управлять событием, то вы можете управлять от души, но если вы не формируете устойчивой формы, например, на восприятии, то, значит, это управление с точки зрения логики управления может быть некорректным, да, полностью, потому что корректность управления – это управление в том числе через логику. Если вы где-то делаете управление, которое логически, например, не реализовано, то тогда вы можете считать, что управление в принципе, конечно, сделано, может даже его проконтролировать, но для цельности управления лучше всегда использовать логическую форму. То есть обычный логический контроль, так скажем, да, но он может быть не совсем обычный с точки зрения технологии прямого и всеобщего доступа, но вы выявляете именно понятие логики часто как информативное понятие. Смотрите, а где находится вообще логика в этом случае? Потому что если вы видите через сновидение напрямую определенные события и управляете, то в чем тогда вообще состоит логичность, да? Вы видите и управляете. Там, например, я сейчас смотрю и могу посмотреть, например, там, на состояние ядерного реактора, который мне нужен. Да? Вот я сейчас посмотрел, он в нормальном состоянии, но а где логичность, например, моих действий с точки зрения данного уровня? Логичность заключается в том, что существует, да, первый логический постулат. Физический объект, проявленный в коллективном сознании, он существует. Да? Есть ядерная станция конкретная, она существует на карте. Второй логический постулат. Я это делаю действие, чтобы, например, научить. Действительно, это обучающее действие. И так далее. То есть логику можно найти
в плане, где вот есть целевое управление, например, по макроспасению, в плане обычного, ну, как бы бытового уровня мышления. Вот. То есть бытовой уровень мышления оказывается часто настолько же важным, насколько, например, прямое управление за счет, предположим, управляющего ясновидения, просто прямого видения объекта. Поэтому я в управлении не делаю разницы, например, между ясновидением, прямым там, или ну, специально достигающим, и элементом бытового мышления. Да? В данном случае это понятно почему. Потому что там и здесь одно и то же может быть состояние духа, направлено на цель спасения. В связи с этим, значит, вам тоже вот я просто когда преподаю эти лекции, я даю технологии, где вы можете действовать откуда хотите. Из обычного, фонового, то есть бытового мышления, или же из специального состояния, там, например, духа, специальной технологии доступа. По возможности я всегда советую уравнивать свое состояние, то есть делать просто обычное спокойное восприятие, и из этого восприятия всегда, чтобы вы могли управлять. Не, например, фиксируя какие-либо специальные состояния, например, или специальные технологии даже. Поэтому, опять же, вопрос, значит, как создается любая информация, и ответ на него заключается в том, что информация создается с учетом устойчивости, то есть фоновых форм, которые существуют. То есть любая информация, она из этого и создается. Если вы хотите мгновенно построить, например, ну, какой-то объект информации, материальный, да, то тогда все равно надо учитывать, что уже существует физическое пространство. Внешние устойчивые формы, фоновые формы, они также создают, да, получается, информацию в вашем управлении. И поэтому вот дальнейший ответ на этот вопрос уже остается за вами. Обратите внимание, так же, как и в лекции, я делаю специальные конструкции, я их мог бы назвать так, как конструкции сверхразвития духа по задаче макроспасения. Эти конструкции, они очень быстрые и очень емкие. Я их и в лекции закладывал, и сейчас. И ваша задача вот этого сверхразвития фактически, потому что сверх, то, что я дал в качестве одного из ответов на вопросы, что вы должны понимать, что сверхразвитие – это также контролируемая система. Если нужно сверхразвивать, значит развивайте сверх. Если нужно логически или там поэтапно развивать, значит развивайте поэтапно. То есть смысл такой, что в понятии информации не может быть понятий, которые бы были неуправляемыми в ее создании с точки зрения конструкции сознания. Это я уже просто ответил на часть вопроса по индивидуальному уровню ответа, как создается информация. Теперь вопрос 7. По этому списку 7. Я некоторые вопросы здесь опускаю и передаю в телепатии. Дело в том, что, вообще говоря, вот в этом листе я отвечаю на все вопросы, часть из них в телепатии. Причем такого типа, который обозначает именно движение волны, но не фиксируется в виде, например, словесного ряда. Теперь вопрос следующий. Какая существует методика определения событий по цифровым рядам? Вот это достаточно интересный вопрос с точки зрения, например, практики, вот, исследования, вообще говоря, числовых рядов и их связи с внешними событиями или внутренними событиями вашей реальности. Я ввел здесь такой термин, что внешние и внутренние события, но уже обозначил как ваша реальность, да, например. Исходя из такой конструкции сознания, мы здесь можем сразу сказать, что вот когда я говорил о том, что реальность формирует внешние события, а эта реальность может быть вашей физической реальностью, является, например, вашим физическим телом, то достаточно сразу понятно, что если мы обозначим внешние элементы этой реальности по количеству духа, я вот все время ставил вопрос, а как вообще количество духа найти, например, по объему, и как его, например, ну, формально определить в виде какого-то конечного объема. И в качестве одного из ответов, это можно по уровню лекции, но я об этом прямо не сказал, просто-навсего локально вывести в пространство физическое куда-то. Тогда мы можем считать, что локально
это и есть этот объем, да? Или этот объем может содержаться в слое, в какой-то в идее, в конечной форме. Если мы рассмотрим эту технологию по отношению к цифровому ряду, то можно управлять, вообще говоря, просто обычным механическим, так скажем, математическим путем, который знает любой школьник там, начальных классов. То есть знать только надо в данном случае, что на какое-то конкретное сочетание событий надо назначать определенный объем духовной массы. Предположим, мне нужно, чтобы значит, в магазине где-то в радиусе 200 метров была определенного сорта минеральная вода. Это вот я ставлю такую задачу управления частного, да, простого фонового уровня. Значит, следующий уровень управления по системе макроспасения я должен, значит, в центре, например, этой сферы управления, если сфера 200 метров, вставить точку макроспасения. То есть здесь должны быть все спасены в любом случае, причем. Там будет эта вода в каком конкретном магазине. Это уже не суть вопроса, да? То есть вопрос макроуправления, он часто не связан с фоновым управлением вообще никак. То есть макроуправление в любом случае надо обеспечивать, а будет вода или, например, я вообще ее не захочу вот сейчас брать. Да? Импульс свободы управления, то, что дает создатель каждому. Это уже вопрос, как бы третьего уровня. И вот принцип свободы управления – это есть мера духовного состояния в каждом элементе событий. То есть, поэтому, если вы здесь обратили внимание, когда я сказал о свободе управления, там был конечный оптический импульс в области событийной точки управления. И масса управления, она, как масса вещества, определена в радиусе 200 метров. Следовательно, по цифровому уровню, вот есть, например, цифра, да, 200 метров, значит, мы можем число задачи управления, да, там, расстояние до управляющей системы, там, например, мне нужно там управлять в Америке, например, да, я считаю, что там столько-то километров. Я беру и ставлю цифру управления в виде вот тех же 200 метров, если мне нужна там вода конкретной марки, минеральная. Значит, дальше я эту цифру начинаю, как бы сворачивать, делая из этого уровня, значит, бесконечное духовное состояние. Как можно свернуть цифру? То есть как можно ее сжать? Значит, в данном случае процесс сжатия цифры, то есть получение из конечной массы, да, цифра это тоже масса какая-то информации, значит, надо ее таким образом сжать, чтобы, лучше, чтобы было стремление к нулю. То есть, значит, если там есть два нуля, это уже хорошо. Но если там, например, 190 метров, да, 198, предположим, метров, то там три числа, и мне надо получить между ними, например, состояние на уровне нуля. Значит, вот получение состояния на уровне нуля, то, что означает критериальную точность управления, где вы управляете, значит, с учетом гармонического развития и управляете вот это я так ее могу назвать, как точка входа в любую точку пространства-времени, так называемый уровень, скажем, нуль пространства. То есть приведенная система в управлении цифровом все время должна стремиться к этому нуль пространства. То есть управление из состояния. Вы и есть управление. Вот в этом и заключается принцип управления через цифры по идеологии данной лекции. А если вы и есть управление, вы должны находиться в покое. Значит, нуль пространства – это обозначает духовное состояние покоя. Предположим, я беру, для того, чтобы пояснить, да, что 200 – это простая конструкция, я беру 198 метров. Я меняю конструкцию, тогда я получаю, что на это управление, значит, нужно ввести, например, расстояние между цифрами, чтобы получить управление из действия сознания. То есть, во-первых, как я заложил для пояснения действия сознания, я 200 изменил на 198, чтобы было более понятно. Также я эту конструкцию действия сознания в оптическом элементе, я показал, действие – это всего лишь смена цифры. А как я действовал? Я вместо 200 назвал 198. Как я назвал? Это обычный оптический элемент. Его можно посмотреть его форму. Это не является проблемой. Оптический элемент я ввел между этими цифрами 1, 9, 8. Между числом 1 и числом 9 я ввел
то, что является действием, когда я переводил из 200 в 198, для пояснения всем. И между 9 и 8 также ввел тот же самый элемент. Теперь я имею духовное восприятие, значит, касающееся точной координаты между этими цифрами. То есть между одним и, например, между числом 1 и 9 я, например, могу ввести 5, да? Тогда будет вода Нарзан, например. Если я введу 4, это будет Боржоми в конкретной точке. Точка при этом тоже смещается. Значит, если я между числом 9 и 8 также ввожу управление, я могу вторично фиксировать, дублировать как бы параметры управления, делая их более устойчивыми. Например, Нарзан, но чистая, то есть не пыльная бутылка и так далее. Значит, и в соответствии с этим я показываю, что введя между тем же числом 9 и 8 еще одно число, я просто оптимизирую параметры управления. Следовательно, я показал пятизначную систему управления в данном случае. Но эта система относится, вообще говоря, к любой конструкции управления. То есть, если вы задаете там семизначную систему, вы можете просто доводить, то есть задав 3 числа там, или 4, доводить параметры. Но количество же перечислений, их не очень много. Там между 9 и 8 можно, в принципе, поставить, ну, там, например, с учетом нуля 10 цифр. Да? Также и в первом случае. И существует система дублирования. Если вы сделали управление и на духовном импульсе ощутили просто устойчивость управления, то есть перебором цифр, вы получили, значит, что это так называемый, что ли, переборный вариант, и он, ну, работает в тех случаях, кто хочет пошагово изучить эту систему, например, с точки зрения вариантной возможности управления событиями будущего. Но вот с точки зрения спасения нужно абсолютно точное управление, если это касается системы макроспасения. И здесь вот существуют совершенно четкие критериальные вещи, связанные именно с индикацией макроспасения. То есть, если я вывожу и в процессе управления, там, например, достижения управления, чтобы эта вода в конкретном месте, например, находилась, или там дефект машины не сработал, да, ну, такой мелкий даже дефект, не опасный, или там просто ремонт машины, да, предположим, на расстоянии. Таким управлением можно делать. В текущем элементе управления, если возникает задача опять импульсов в систему макроспасения, здесь я должен иметь абсолютно четкое сочетание цифр, характеризующие то, что управление всегда осуществится. И вот здесь очень принципиальный момент в управлении через цифры. Дело в том, что цифры, о которых я сказал, они в принципе назначенные цифры. То есть, например, 198 – это назначенные цифры мной, там, или 200, я назначил такую цифру. И в управлении цифрами принципиальным и основным элементом является то, что цифры должны быть назначены лично вами. То есть должна быть система полной свободы выбора в управлении от числа. Да. Число не должно быть, ну, как бы управляющим внешним элементом по отношению к любой конструкции вашего сознания. Вы захотели число поставили, захотели убрали. И вот это понятие назначенности характеризует то, что вы имеете управление по отношению, например, к себе всегда в сторону полной реализации. И поэтому в системе спасения, значит, если вы какие-то числа, например, вообще помните, там, если их большой ряд, не обязательно их все помнить даже. Если там 3 числа вы даже помните, вы просто тогда эти числа, это принципиально другой уровень управления, но через те же числа. То есть занимаясь поиском там, или организацией, так скажем, да, это уже называется организация, бутылки воды или там какого-то события, или лечения, это все равно, что в данном случае вы делаете. Вы просто конструкцию чисел, даже если вы успеваете схватить одно число из управляющего уровня вашего, это же ваше развитие, то есть вы присутствуете в этом элементе. Вы должны со скоростью лучше сверхбольшой, именно вы должны понимать, что скорость сверхбольшая, даже не максимально большая в вашем сознании. Это в сознании, в общем-то, особых проблем нет. Восприняли как сверхбольшая, значит, это будет сверхбольшая. Вы это число
пусть даже одно, или даже след от числа, должны с этой скоростью перенести в тот центр, о котором я сказал, центр макроспасения, и который существует, вообще говоря, независимо от любой вашей задачи. И тогда вы сделаете макроуправление, а затем вы увидите, как пройдет обратная волна. По цели вашего управления там уже или числа будут, их очень много, или можно и без чисел. То есть идет смена числового управления на духовное управление. То есть в данном случае вы это упражнение просто проделаете по возможности, ну, много раз это надо делать. И когда вы посмотрите, как работает числовое управление, то, в принципе, ну, это будет еще один из элементов вашего развития по идеологии данной лекции, где здесь элемент все-таки духовного развития, он все-таки опять первичный. Я после разговора о всех цифрах все равно привел к тому, что на уровне развития сознания число преобразуется в духовность, в дух фактически. И отсюда можно увидеть, как дух формирует число. Значит, в качестве домашнего задания посмотрите, как дух формирует число, какое состояние духа формирует одно число, например, какое другое, но при условии полной вашей свободы. Числа обладают, так как они фиксированные системы, той особенностью, в отличие, например, просто от букв, пока они не собраны в слово, да, буквы. Буквы собираются в слово, и получается управляющий смысл слова. А число обладает свойством жесткой фиксации, как бы по системе внешнего управления по отношению к вам. При работе с числом обязательно нужно контролировать отсутствие, ну, своеобразной, как бы, навязчивости, да, построенной конструкции числовой. То есть закон любого управления, вот по моей идеологии спасения, это полная свобода вашей воли. Если вы видите, что конструкция числовая обладает, например, свойством навязывания, ну, вследствие, например, даже постоянной исполняемости управления, даже. Например, конструкция, у меня много, да, было из анализа там, учеников, случаев, когда вот одна и та же числовая конструкция всегда, например, излечивает конкретное заболевание. Вот всегда. Но, например, в данном случае это уже утяжеленная форма, значит, для сознания, то есть сознание вынуждено держать ту конструкцию, что якобы существует совершенно однотипный принцип управления, да, для конкретной задачи, чего нельзя допускать. То есть получается, что в управлении числами, при условии, что когда значит, числа работают на постоянную реализацию, например, с каким-то видом событий, надо делать специальное управление, опять же, применять. Это вот своеобразная, знаете, система втягивания в систему, когда та система, которая положительно работает, может, скажем, заактивировать большую часть сознания на данную технологию. Потому что в числах такое бывает, я говорю, что очень часто по специфике личности отдельных, например, учеников у меня так что вот начинает втягивать в то, что это постоянно осуществляется. И тогда надо просто сделать, значит, либо управление такого плана, как вообще числа построены на уровне информации, то есть задаваться всегда фундаментальным смыслом управления, где еще нет числа, где еще вот организация реальности, она еще такова, что вы ее организовываете, например. То есть либо задаваться таким образом, тогда нет вопроса, тогда вы видите конструктивные системы на восприятие, где число еще не сформировано в вашем восприятии. То есть, проще говоря, здесь, чем вы глубже уходите в систему организации от души, тем вы управляете в данном случае точнее. Но когда вы смотрите на конструкцию сознания, которая, значит, работает по цифровому ряду, то вы должны все равно по возможности видеть вот эту конструкцию изначально. Фундаментальный смысл управления, где число еще не организовано, его еще в информации, например, нет. Тогда как. И второй уровень – это всегда придавать равнозначность, все равно равнозначность в управляющей системе по отношению, ну, к другому типу управления, там, словами, какими-то духовными уровнями управления, например, прямо от души и так далее. То есть придание равнозначности любому плану управления, даже если какой-то план очень эффективен, вот эту технологию надо применять при управлении, ну, в особенности цифровыми рядами.
потому что, как я объяснил, психологически они работают достаточно часто корректно из-за простых форм, и поэтому могут вот равнозначность каким-то образом преобразовать в сторону более активного выбора, да, например, управления через цифры. А управление, например, особенно по системе макроспасения, надо выбирать всегда то, которое вы видите на духовном уровне, на уровне лучше души. То есть управление вы должны выбирать всегда с точки зрения учета всей реальности. И если даже хочется там выбрать, например, управление более эффективное по цифровому уровню, то чтобы это не было как управление, во многом автоматизированное, что вам, вот, например, нравится этим заниматься, вы и занимаетесь. Каждый раз нужно весь объем информации рассматривать заново в управлении и принимать решения не с точки зрения удобности системы, а с точки зрения того, вот, что сейчас выбрать в данный текущий момент. И задавая такой вопрос, уже выбирать. Если вы видите, что да, надо цифровой ряд выбрать, тогда выбираете. Если, например, что-то другое или вообще новое что-то надо создать, значит создаете. Поэтому, при таких вот конструкциях работы с цифровым рядом это вот важно делать постоянно. И с точки зрения внешнего контроля управлению через цифровой ряд оставлять именно столько места, сколько любой другой тип управления. Там либо это управление от души, какой-то сегмент, да, информации, сознанием, вообще сознанием, всеми методиками, или же методиками теми, которые вот к вам придут. Вы их вот в этот момент распакуете и начнете, например, управлять. Или вообще новая система. То есть вот придачу равнозначности управления – это специальная технология при работе с цифровыми рядами. И это надо делать постоянно. То есть стараться это не забывать. Другой вопрос, что, например, как возникает вопрос тогда, как системно, да, отработать какую-то систему, предположим, ту же самую систему цифрового управления. Здесь-то проблема, это другая задача. Вы просто входите в систему задач, например, работы с цифровым управлением, и нет проблем, вы ее отрабатываете, вот и все. То есть, если вы работаете на подсистеме, как бы ниже по уровню, да, структуры, вот, своеобразное дерево каталогов, то там нет проблем. Вы можете отработать любую технологию сколь угодно высоко или там бесконечное количество способов. Другой вопрос, когда вы что-то начинаете делать вновь, там элементарные даже действия, да, всегда находитесь на уровне общего восприятия информации и общего управления, и по отношению к цифровому просто выделяете специальный уровень равности. А дальше по структуре идите вниз и работайте сколько хотите. При этом надо просто всегда контролировать верхнюю структуру, как бы верхний каталог, да, верхнюю надстройку, что цифровой ряд, он на равном уровне, что от пришедшей к вам информации, что от другой любой методики. Но таким образом я даже в большей степени здесь все-таки показал уровень, фактически уровень приведения к нейтральному восприятию в случае работы с цифровым рядом. Потому что самих работ по цифровому ряду, например, там, по лечению через цифровой ряд, их много. И здесь главное работать всегда на определенном расстоянии от вас, чтобы это находилось, чтобы этот вариант, да, работы по цифровыми рядами, он не передавливал вашу информацию. И здесь вот есть в качестве уже даже фактически как предложение во имя спасения мира создание сферы управления вокруг Земли. Вообще говоря, причем эта сфера такого типа, что любое событие переводится в новое качество, то непроблемное качество. Но дело в том, что действительно вот в чем существует принцип всеобщего управления, почему часто надо знания передавать любым возможным путем, что создание либо такой сферы, либо каждый создает свою сферу, но при этом, например, участвует в создании одной конкретной конструкции, да, это
вот всеобщее управление, оно именно так вот и будет проявляться, что если вот я даю во время лекции, там каждый делает свое, например, а потом делают все. Разница здесь, она принципиальная, вообще говоря. То есть, ну да, можно сделать одному и сделать, вообще говоря, в принципе, даже все, что вы там, например, ставите в виде задач. Но принципиальность в том, что если все, во-первых, как правило, это может быть быстрее, хотя и один должен сделать так же. Понимаете, вот управление такой принцип, что и один все равно должен сделать. Тогда он выходит на следующий уровень развития. И одновременно все. Тогда мы, если объявим, например, сферу, да, которая вокруг Земли, как здесь вот предложено, и, значит, события переводятся в нормированный уровень, фактически, если попадают туда, если они вообще приближаются к критическим. Ну, такая философия у меня заложена, например, в кристаллические системы, там, в прибор, кристаллический модуль. И плюс я, например, ну, скажем так, вот однотипные варианты, значит, во-первых, мне встречались, во-вторых, предположим, я предложил отражать на материках, там, да, и работать комплексно всем сознанием, то есть сознанием лучше всего всех людей Земли, там, на предотвращение какой-то катастрофы, чтобы вообще не было катастроф. Но лучше всего, чтобы такие предложения были вообще у каждого. То есть у меня там, например, было предложение «Кристалл», например, в книге «Воскрешение» есть такой вариант, который бы проецировал на материках или на элементах Вселенной, и там при участии там людей по интернет-сетям они бы могли управлять реальными событиями, более того, совершенствоваться в управлении. В данном случае это сфера управления, значит, вокруг, например, Земли. И постарайтесь тогда каждый по возможности найти свои предложения, то есть, которые бы могли вы телепатически передать, например, да, всем. Что это может быть? Это может быть, в принципе, произвольная система. Главное найти участие коллективного сознания вокруг какого-то конкретного образа. Сфера достаточно, кстати, удобный тоже образ. Значит, но у меня там просто технология еще на конкретную индикацию проблемы. Кристалл индицирует проблему и выводит на конкретный там материк или точку материка. В данном случае это больше идеологический план, например, да? Без разницы, вот какой-то вариант, который у вас будет, вы постараетесь его найти, вот что можно сделать общедоступным для всех, и где общее управление может быть, вообще говоря, четко проявлено, вот в каких системах. Что это может быть? Организация, например, общества по определенным жестким канонам, да? Например, как вот сейчас религии некоторые развиваются. Либо это может быть какая-то конкретная форма приборная, там, либо это просто форма управления именно ментальной, то есть логического типа и так далее. И постарайтесь эти знания сначала передать участникам вот сегодняшней встречи в зале, а потом передать вообще всем. То есть 2 уровня вашей работы. Так как я даю 3 сеанса в телепатии после сегодняшней встречи, сегодня, завтра, послезавтра, и после прослушивания там, или когда вы смотрите видеозапись, все равно проходят те же самые 3 сеанса, даже если вы смотрите там, через год, предположим, или там, через любое время. При этом, когда я даю, например, какую-то постановочную задачу, она в любом случае должна быть реализована в качестве практики. Сначала делаете сами, предлагаете темы, потом эти знания передаете. Или даже воплощаете там, в виде каких-то схем, по возможности, конструкций и так далее. На этом я сегодняшнюю лекцию заканчиваю. Спасибо за внимание. До свидания.